Сидр – слабоалкогольный напиток. Его получают путем брожения фруктового сока. Традиционным считается использование яблочного сока, но алкогольный рынок предлагает грушевый, черничный, малиновый, грейпфрутовый и даже мятный или лавандовый спиртной напиток. Одни рецептуры предусматривают натуральное брожение жидкостей, другие – при помощи специальных культивированных дрожжей. Танины – фенольные соединения растительного происхождения, которые содержат обилие гидроксильных групп. Они обладают дубильными свойствами и специфическим вяжущим вкусом. Танины отвечают за насыщенный карамельный оттенок напитка, кислые нотки и приятное послевкусие. В период Средневековья сидр стал национальным напитком басков. Это народ, который населял баскские территории на юго-западе Франции и севере Испании. В 1189 году были условно утверждены правила выращивания яблок, их подготовка, очистка и ферментация для создания алкогольного напитка. Факт. Первое государство, которое регламентировало производство яблочного сидра – Королевство Наварра. К концу XVI века напиток стал самым популярным в королевстве, а по объемам производства значительно превосходил пиво. Считается, что самые качественные сидры производят на севере Франции, а именно, в Нормандии и Британии. На первоначальном этапе производства яблоки промывают и отсортировывают, при необходимости вырезают подгнившие или залежалые части. Классическая технология производства сидра. Сидр производится подготовкой и измельчением яблок. Отжимкой мезги получается яблочный сок, который после фильтрации направляется на брожение при температуре 25-35 градусов на 12 дней. Далее происходит осветление, фильтрация, добавление сахара с винными дрожжами и сидр отправляется на вторичное брожение около 14 суток. В итоге после фильтрации мы получаем игристый сидр.